Сегодня, друзья, мы познакомимся с особенным грызуном. Особенный он не потому, что выглядит слегка голым, а потому что это уникальное существо имеет морфологию потенциально бессмертного организма. Голый землекоп – это не просто странный грызун, а набор экстремальных решений, которые природа создала для жизни в горячем, душном и темном мире под саванной Восточной Африки. Да-да, голый землекоп совсем голый, но с учетом всех его удивительных свойств, любовь крысеныша к нудизму обычно прощается учеными. Да и как тут не прощать, когда он это ключ к разгадке множества секретов? Тут вам и бессмертие, и неуязвимость к раку, и нечувствительность к боли. Зоологи тоже боготворят голого землекопа, потому что найти млекопитающее с устройством общества, как у муравьев или пчел, надо еще постараться. Первые европейцы, которые поймали это чудо, шуточно прозвали его «зубастая сосиска». Весят эти сосиски всего 30 грамм, а в длине тела не превышают 9 сантиметров. Исключение составляет лишь альфа-самка, но о ней позже. Большие выступающие резцы сзади изолированы выростами губ, благодаря чему земля во время рытья не попадает в ротовую полость. Голые землекопы почти никогда не появляются на поверхности, поэтому они почти полностью слепые. На теле множество тактильных волосков, вибриз. Это компенсация плохого зрения. Зато они умеют переговариваться между собой. Голые землекопы способны издавать не менее 18 различных видов звуков. Обитают эти зверьки в сухих саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Живут под землей, роя сложные системы тоннелей, используя свои передние зубы и лапки. В окаменевшей сухой почве на глубине 2 метров землекопы отстраивают себе жилище. Порой площадь подземных квартир растягивается до размеров футбольного поля. Туннели роют коллективно. Как правило, расширяют их после дождей, когда почва становится более мягкой. Рабочая особь, идущая впереди, вгрызается резцами в твердую почву, которая затем отгребается к выходу из туннелей по живому конвейеру цепочки из 5-6 животных. Периодически переднего рабочего подменяет один из задних. Кстати, нейроны голых землекопов способны полностью восстановить свою функцию после более чем получасового кислородного голодания, что в 6 раз превосходит аналогичный период для обычных мышей, имеющих те же размеры. Это рекорд для млекопитающих. Голые землекопы сохраняют на всю жизнь способность сопротивляться нехватке кислорода, который у человека присутствует только в самом начале жизни, при родах. При аноксии они выживают 18 минут без кислорода, переключая энергетику на фруктозный гликолиз. Сердце и мозг жгут фруктозу, минуя узкое место классического гликолиза. Это остается одним из самых эффективных примеров метаболической пластичности у млекопитающих. Да, выглядит землекоп как исчадие ада, но чужие души его не интересуют, потому что он веган. Кушают они клубни и луковицы, причем запасают их в своих земляных кладовых. Самое важное, что следует заметить, так это то, что это единственные эусоциальные млекопитающие. То есть они живут по правилам улья или муравейника, где есть матка и десятки стерильных рабочих особей. Группа может насчитывать от 80 до 100 и даже 200 землекопов. И только королева-мать, которая, кстати, в 3 раза больше остальных, имеет право рождать новые зубастые сосиски, спариваясь с 3-4 специально для этого предназначенными самцами-трутнями. Остальные особи – простые рабочие, которые никогда не будут иметь потомства. Блокировка половой активности происходит за счет мочи королевы. Пахучие вещества в выделениях царицы напрочь отбивают все инстинкты размножения у простых крестьян. Омега-самочкам везет еще меньше. Они становятся няньками для неокрепших малышей и прислугой для большой мамочки. Чтобы у барышей не появилось желание завести собственных детей, коварная альфа тоже подсыпает им свои специальные гормоны. Если удалить из колонии матку, несколько рабочих самочек вступают в яростную борьбу за место королевы. Когда самка становится королевой, она заметно увеличивается в размерах. У взрослых особей это происходит за счет увеличения расстояния между позвонками. Лишь самые смелые самки и самцы уходят в поисках своего счастья, сбежавшие от несчастной участи. Когда самки и самцы из разных поселений встречаются, они создают свою семью, основанную на любви, чтобы потом превратить все это в очередной коммунистический рай.
Простые землекопы делятся на 3 типа. Рабочие. Эти особи занимаются расширением границ колонии и роют тоннели. За год каждый землекоп способен прорыть 5 километров грунта. Служащие. Эти особи собирают еду, ухаживают за потомством и всячески обслуживают королеву. Военные. Эти особи чуть крупнее, и их обязанность защищать подземный город от змей, постоянного врага землекопов. Касты пластичны, и между ними возможны перемещения, в зависимости от нужд колонии. Королева занята непрерывным производством новых потомков. За год у нее выходит 6-7 пометов, каждый по 10-30 детишек. 1 месяц королева кормит их своим молоком, после чего молодняк мгновенно вклинивается в общий коммунистический рай. Землекопы живут невероятно долго для грызуна. Официально задокументированные числа до 40 лет. Их коллеги мыши или крысы редко доживают до 5. И если переводить продолжительность жизни землекопа на человеческую по массе тела, то это более 1000 лет для нас с вами. Как это возможно? Иронично, что имея вид полудохлой больной крыски, землекоп, пожалуй, самый здоровый грызун на планете. Он абсолютно невосприимчив к ожогам, термическим и химическим, и имеет иммунитет к раку. Секрет столь потрясающей устойчивости к болезням скрывается в генах. Расшифровав геном, ученые выяснили, что организм землекопов способен самостоятельно исправлять повреждения в молекулах ДНК, что и препятствует развитию онкологии. А еще голые землекопы имеют чрезвычайно длительный период созревания мозга. Их мозг долго находится в детском недоразвитом состоянии. Да и с возрастом они не стареют в нашем с вами понимании. Не теряют зрение, которого у них почти нет, зубы и вообще не выпадают от болезней. Погибнуть он может лишь в 2 случаях: в бою, либо от остановки сердца. А еще голый землекоп почти хладнокровное млекопитающее. Это абсолютно уникальный случай в дикой природе. Он термоконформер. В отличие от большинства млекопитающих, голый землекоп плохо терморегулирует. Его температура тела следует за температурой среды. Как результат, мы получаем замедленную скорость метаболизма и возможность жить в условиях кислородного голодания. Ну и вишенка на торте. Землекопы почти не чувствуют боли. Зачем им это? В норах их сниженная кислотная ноцицепция уменьшает фоновые мучения, не блокируя остальную защитную чувствительность. А еще блокировка половой системы как бы оставляет организм на стадии младенца до конца жизни. Классические для млекопитающих старческие изменения не существуют в мире голых землекопов. Они не болеют раком, а иммунитет всегда на высоте. Ракоустойчивость объясняется своеобразным супергелем из гиалуроновой кислоты. Клетки и ткани наперед замурованы в очень высокомолекулярной гиалуроновой кислоте. Ее цепочки у землекопа в 5 раз больше и длиннее, чем у мышей и людей. Исходя из этих причин, вид представляет просто неимоверный интерес для ученых. В лабораториях по всему миру непрерывно изучают несчастных голых землекопов, чтобы найти лекарство от рака и ключ к долголетию. Голый землекоп – это не супергерой, а очень последовательно собранный организм, который учит нас, где границы пластичности млекопитающих и как их можно сдвинуть. А вы бы хотели жить без болезни и старения 1000 лет? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!